Друзья, привет всем, кто изучает русский язык с каналом Русторез. С вами снова Андрей с новым рассказом. Сегодня я прочитаю вам рассказ про свирепых морских хищников и правилах поведения при встрече с ними. Итак, поехали. После трагедии в Хургаде, где акула растерзала россиянина, сложно не вспомнить фильм «Челюсти» и не обзавестись новой фобией. Разберемся, как минимизировать риски встречи с этой хищницей и можно ли спастись от ее острых зубов. Как часто происходят нападения? Начнем с того, что встреча с акулой – это редкость. Во всем мире в прошлом году было зафиксировано всего 57 неспровоцированных укусов акул. Из них только 5 закончились летально. Чаще всего людей кусали у побережья США. Однако больше всего летальных случаев произошло именно в Египте и ЮАР. С начала этого года там уже зарегистрировано 3 смертельных случая, включая погибшего накануне 23-летнего россиянина. Почему акулы атакуют? Акулы – это свирепые морские хищники. Поэтому причина их нападений чаще всего кроется в голоде. Иногда акула может принять человека за крупную рыбу, поэтому и атакует свою жертву. А порой люди сами провоцируют акул, проявляя по отношению к ним агрессию. Также акула может напасть на человека, если, например, он вторгся на ее территорию. Так она защищает свой дом. Кроме того, этих хищниц привлекают пищевые отходы, которые часто попадаются рядом с пляжными зонами. Как минимизировать риск встречи с акулой? В первую очередь изучите страну, в которую вы собираетесь поехать. Обитают ли там акулы? Случались ли там нападения? Очень важно обращать внимание на все предупреждения властей страны, где вы отдыхаете. Если будет объявлено о замеченных плавниках на водном горизонте, не надейтесь, что это дельфин, и не играйте с судьбой. Не стоит совершать заплывы в мутной воде. Так вы предоставите хищнику еще больше преимуществ над вами. Не купайтесь вечером и ночью. Обычно в это время акулы выходят на охоту и проявляют наивысшую активность. Старайтесь плавать в компании, потому что акулы чаще всего выбирают одиночных жертв. Плавать стоит спокойно и без резких движений. Барахтанье может привлечь внимание хищника. Не стоит заходить в воду с царапинами и ранами. Акула способна на гигантском расстоянии учуять попавшую в воду кровь. К слову, это может привлечь внимание и других хищных рыб. Не плавайте среди больших косяков рыб, а также рядом с рыбацкими лодками. За ними часто следует шлейф
из крови и остатков рыбы, что также привлекает суровых хищниц. Что делать, если акула уже рядом? Самое главное – не делать резких движений и постараться успокоиться. Паника – это ваш враг. Держите акулу в поле своего зрения. Очень важно, чтобы она не оказалась за спиной. Куда лучше иметь представление о том, с какой стороны ожидать ее появления. Если хищник не проявляет активного к вам интереса, плавно начинайте движение в сторону берега или лодки. Помните, спастись бегством от нее просто невозможно. Вода – это ее стихия. Торопиться значит еще больше привлечь ее внимание. Кричите и зовите на помощь, но не барахтайтесь. Есть шанс, что спасатели успеют приплыть до того, как акула атакует. Как понять, что хищница хочет напасть? Если акула действительно заинтересовалась своей потенциальной жертвой, то она начнет описывать круги вокруг пловца. Сначала широкие, а потом все уже и уже. Если она будет плавать зигзагами, то ваши дела по-настоящему плохи. Она не просто заинтересована в вас, она уже выбирает, с какого угла совершить нападение. Перед атакой акула совершает характерное выгибание спины, за которым следует решительный бросок. Что делать, если акула напала? Если акула совершила выпад, постарайтесь уклониться, сделав резкое движение в сторону. Если нападение произошло, бойни избежать не получится. Бейте изо всех сил по ее глазам, морде и жабрам. Для борьбы помогут любые предметы, оказавшиеся в руках. Что точно не стоит делать – притворяться мертвым. Для акулы это не имеет никакого значения. Да и давно известно, что эти хищники не брезгуют падалью. Есть ли шанс выжить в схватке? Все зависит от вида и размера акулы, а также глубины, на которой напал хищник. Некоторым людям удавалось спастись. После недавнего случая, когда россиянин погиб в результате нападения акулы, российский сегмент интернета наполнился практическими советами и комментариями бывалых. Вот что пишет один из таких отважных российских блогеров. Зарубите себе на носу. Никогда не пытайтесь убежать от акулы. Во-первых, бегать по воде вы не умеете. Во-вторых, пытаясь уплыть, вы включаете самый главный сигнал хищнику. У тебя перед носом убегающая жертва. Значит что? Значит, надо сожрать. Или наказать, укусить хотя бы разок. А самое важное – это установить зрительный контакт.
То есть смотреть своей смерти в глаза, в прямом смысле, буквально. Если говорить проще, убрать себя с позиции жалкой жертвы и занять место достойного соперника, а возможно тоже хищника. Лично я десятки раз был свидетелем этого чуда и испытывал это на себе. Как только посмотришь приближающейся акуле в глаза, она резко отворачивает и уходит в сторону. А вообще, лезть в воду с акулами – это как ходить пьяным ночью в незнакомом гетто, подсвечивая дорогу новым айфоном. Да пребудет с вами сила. Друзья, вот такие рекомендации дает опытный блогер. А я искренне надеюсь, что они никогда вам не пригодятся. Ну, а у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели этот выпуск. Огромной вам удачи и пока!